Овны, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на 2024 год. Высокосный год, год дракона. Да, он вас во многом удивит и во многом порадует. Мы посмотрим и раскроем весь событийный ряд по всем сферам жизни. Но прежде чем мы приступим. Для тех, кто ждал расклад по 12 домам, попрошу вас не расстраиваться, потому что я его также для вас буду делать, но несколько в ином аспекте. В этом раскладе мы с вами посмотрим прогностику, то есть то, что должно осуществиться, а по 12 домам мы будем смотреть, что необходимо проработать, и получится у вас это или нет. Поэтому давайте приступаем. Начнем традиционно со сферы работы, карьеры, бизнеса. Так, и у вас здесь ложится прекрасный аркан, аркан-маг. Карта, которая говорит о ситуации новых возможностей. Взять все в свои руки под свой тоталитарный контроль и развивать события так, как вам удобно, как вам нравится. Потому что для многих это будет год становления себя. Если вы, допустим, не пришли еще к тому факту, что вы хотите открыть свое дело, можете об этом только подумывать, но у вас найдутся ресурсы для того, чтобы или продвинуться по карьерной лестнице, или действительно открыть свое дело. Потому что маг – это карта эксперта, карта лидера мнений, карта наставника и человека, который действительно оттачивает филигранно свое мастерство. У тех же, кто, допустим, стремился найти работу, это как обрести свою нишу, ту, которую вы искали, может быть, долгие годы, потому что эта карта призывает вас к поиску себя, к ответственности перед своей жизнью. Будем раскрывать для каждого из вас, чем ознаменуется энергии года и как отыграется событийный ряд в целом. Итак, что же мы здесь видим, каковы у вас карты? Туз пентаклей, дьявол и двойка пентаклей. Шикарные арканы. Почему? Потому что для вас они говорят о потрясающих возможностях. То есть здесь это вложиться в новое дело, открыть новое дело или получить новый статус, повторюсь, потому что туз монет и дьявол – это как продвижение по карьерной лестнице. У некоторых из вас по двойке пентаклей может быть вопрос смены одной работы на другую. У некоторых это совмещение нескольких видов деятельности. Для тех же, кто являлся соискателем, то если вы, так сказать, искали себя, свое место под солнцем, то обязательно его обретете, потому что эти арканы показывают перспективу. Даже если вы устроились на работу ради заработка, а не ради, скажем так, душевного удовольствия, то двойка монет, она сама по себе предполагает, что у вас появится ресурс найти дело по душе и действительно с достойным заработком. У тех же, кто владеет собственным бизнесом, это и открытие новых филиалов, и расширение, и, может быть, инвестиции в новый бизнес. У тех же, кто у нас не работает по ряду причин, да, и работать не может. Деньги есть, потому что туз монет оценивается ваш труд, ваше вложение, может быть, в какие-то бытовые аспекты, в ту ситуацию, что вы заботитесь о семье. Да, по дьяволу-то может быть находиться, так сказать, в подчиненном созависимом положении, но по двойке монет карты показывают, что у вас будут приходить деньги из нескольких источников дохода. То есть это может быть как и субсидирование со стороны государства, так и, допустим, финансовая помощь от ваших близких, от ваших детей или ваш какой-то пассивный источник дохода. Но здесь, в этом отношении, арканы говорят, что у вас все прекрасно, потому что энергии этого года идут вам в руки. Будем анализировать, о чем говорит финансовая сторона вопроса. Финансы и император. По императору это стабильность, это контроль ситуации, это благосостояние, это рост финансовых возможностей. Почему? Потому что весь мир у ваших ног. Как следствие для вас это открывает новые возможности увеличения дохода, сохранения ресурсов или в целом финансовая независимость. Для девушек и женщин также этот аркан может указывать на финансовую помощь или поддержку со стороны мужчины. Не обязательно это власть имущее лицо, это может быть и какой-то близкий родственник. Но, тем не менее, человек, который даст вам как старт в жизнь, новую возможность. Потому что здесь человек будет заинтересован в вас, в помощи вам. Может быть, не бескорыстно, но, тем не менее, вы в любом случае от этого выиграете. Раскрываем ситуацию. Так, что здесь?
Карты подтверждают. Смотрите, Луна, четверка монет и император. Вот у тех, у кого в плане финансов было то густо, то пусто, или была финансовая нестабильность, как показывает аркан Луна, то четверка монет и император — это стабилизировать свое финансовое положение. Это во что-то проинвестировать, вложиться. Это крупные покупки. С одной стороны, вы можете это расценить или посчитать, как будто вы заморозили деньги, потому что четверка монет — это вот вы вложились. То есть это может быть покупка недвижимости, автомобиля. Но это то, что, во-первых, увеличивает ваше имущество, вашу собственность и действительно для вас закрывает ряд значимых проблем. То есть в любом случае это будут вопросы обогащения, это не потеря денег. Но и помимо всего прочего, как видите, энергии здесь перекликаются. Здесь император, здесь. Это указание на тот факт, что будет финансовая помощь, инвестиции, вливания или просто поддержка со стороны влиятельного друга, знакомого. Поэтому для вас вот этот период нестабильности по аркану Луна, когда то все, то ничего, он для вас завершится периодом становления и новых финансовых возможностей. Поэтому в плане карьеры, работы, бизнеса и в целом получения денег, потому что деньги не есть равно работа, деньги у вас могут приходить, и вы выигрыш получили, и наследство и так далее, то здесь это как финансовая помощь и протекция. Ваше финансовое положение однозначно улучшится. Обратим внимание на состояние здоровья. Что же будет здесь? По здоровью. По здоровью у вас падает аркан Иерофант. На самом деле не совсем благоприятная карта. Объясню почему. Потому что это аркан, который нас призывает обратиться за консультацией, за диагностикой, за помощью к врачу. Мы будем смотреть, в каком это ключе, то есть это лечение хронических заболеваний или, может быть, вновь возникших, но во многом эта карта не только наблюдение у врача, но и выполнение протокола лечения. То есть пройти ряд процедур, ряд предписаний, которые вам будут как указан, сказан, для того, чтобы улучшить свое состояние здоровья и качество жизни в целом. Поэтому смотрим, что же здесь. Итак, у нас здесь ложатся десятка монет, рыцарь жезлов и, как вы видите, аркан суд. Карты, которые показывают по ситуации, это борьба с хроническими заболеваниями, наследственными заболеваниями. По рыцарю жезлов это вопросы, связанные с воспалениями. Например, воспаление кишечника. Или в целом это может быть сама по себе ситуация, когда у вас там частые гаймориты, синуситы, фарингиты. Суд же в этом случае это как указание на восстановление вашего состояния здоровья, устранение этих процессов, на регенерацию, омоложение. У кого-то это может быть даже совмещение приятного с полезным. То есть, допустим, вы делаете пластику и решаете какие-то проблемы по состоянию здоровья. Например, вы сделали ринопластику. Внешний вид улучшили и решили проблемы по дыханию, если у вас таковые есть. Это в качестве примера. Потому что здесь, как вы видите, нет никаких серьезных нарушений, но есть необходимое обращение к врачу для того, чтобы действительно улучшить текущее положение вещей и ваше состояние. В особенности это еще может быть актуально для тех, кто планирует вопросы зачатия, деторождения, потому что по данным арканам это будет идти обращение к генетику, знаете, как с целью перестраховаться или избежать каких-то факторов, которые негативным образом могут сказаться на вашем потомстве. А мы с вами смотрим вопрос личной жизни. Что у вас здесь? Так, личная жизнь. Отшельник. По отшельнику очень интересная карта. Почему? Потому что сейчас будем разбираться. Для кого-то это может быть как вопрос неизменного состояния, то есть как было в личной жизни, так и осталось. А для кого-то это может быть знакомство с человеком, который значительно старше вас. И неважно, мужчина вы или женщина, но для вас это как будет смена ценностей, приоритетов и поиск человека, который близок к вам духовно. Потому что отшельник — это тот, кто дает свет, это кто-то является проводником в вашем жизни, чему-то обучает, является наставником, является, знаете, таким человеком, который открывает глаза на многие вещи. Как отозвется данный аркан, какие энергии он для вас раскроет, мы сейчас с вами проанализируем. Итак, личная жизнь. Что у вас здесь? Смотрите, девятка жезлов, умеренность и
туз жезлов. Я несколько сейчас оставлю эти карты, хочу посмотреть дно колоды. И дно колоды у вас здесь ложится рыцарь пентаклей, он же рыцарь монет. О чем говорят эти арканы? Для тех, кто у нас в стабильных союзах, карты показывают, что по ситуации здесь как было, так и осталось, остается без изменений, состояние защищенности, покоя, комфорта. У некоторых, ну в единичном ключе по тузу жезлов, может быть вопрос связан даже не с зачатием и деторождением, а может быть, знаете, как мысли, планы и цели на перспективу. Ну, например, вы можете заморозить яйцеклетки, да, для тех, для кого это актуально, чтобы впоследствии зачать детей, если уже биологические часы тикают. Потому что здесь как мысли, планы и цели на будущее. То есть планирование на несколько шагов вперед. Будем прояснять, о чем говорит данная триада карт для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках. У вас по пажу мечей это будет вопрос неизменного состояния, то есть как были в этих отношениях в любовном треугольнике, так и остаетесь, но тут проснется, знаете, такой некий элемент недоверия. Недоверие, потому что здесь вы понимаете, что запутались или не получаете от этих отношений той ресурсности, на которую вы рассчитывали, то есть любви, ласки, заботы, еще каких-то аспектов. И по отшельнику это будет такая ситуация, когда вы будете отдаляться друг от друга, но с целью здесь сохранения состояния своего внутреннего комфорта. И многие из вас будут стремиться к новым знакомствам, для того, чтобы уйти от отягощающих связей. Потому что вот это, паж мечей, это ситуация, которая вас постоянно ядрит эмоционально, душевно. То есть вы не уверены в партнере или в партнерше. Вы не уверены в завтрашнем дне, соответственно, во взаимодействии с ними. Для тех же, кто у нас свободен, у вас по тройке монет, но это может быть такая ситуация, как говорю, женатый или замужем за работой, поэтому может быть ситуация, когда вам просто не до личной жизни. Но еще есть такой как бы полутона, когда у вас может быть знакомство по работе, служебный роман, но с человеком, который значительно старше вас. Но если смотреть в целом по картам, это будет, знаете, как взаимовыгодный партнерский союз, который дает вам какие-то ресурсы. То есть это больше не по любви, а я бы сказала стратегический расчет, если смотреть ваши арканы. Анализируем, о чем здесь говорят карты относительно вопросов неожиданности периода. Что у вас здесь? Неожиданность периода падает аркан умеренность. Это желание сохранить внутренний комфорт, баланс, покой или обрести таковой, если у вас его нет в жизни. Если это касается вопроса работы, то это научиться распределять работу, личную жизнь, чтобы на все хватало времени, сил и ресурсов. И если это касается аспектов финансов, то есть, опять же, баланс доходов и расходов, состояние здоровья, то есть привести себя в норму и по личной жизни создать для себя максимально комфортные условия нахождения в партнерстве. Для тех, кто, допустим, свободен и все-таки не может найти вторую половину, это такая вот будет позиция: уж лучше быть одной, ну или одному, да, чем с кем попало. Но будем раскрывать эту карту, о чем она вам говорит и какие энергии несет. Так, король монет, четверка жезлов и у нас ложится пятерка монет. Для вас все-таки здесь первооснова, если мы посмотрим, это будет ваша финансовая стабильность, потому что вам крайне важно обрести какой-то фундамент. Эти карты сами по себе предполагают или покупку недвижимости, аренду недвижимости, или, может быть, приобретение коммерческой недвижимости, которую вы можете использовать и, как следствие, на ней зарабатывать. Потому что эти карты говорят о финансовых вложениях, которые впоследствии вас могут вывести из каких-то сложных финансовых ситуаций, из кризиса. То есть это такой некий вопрос подстраховки. И если смотреть в целом, еще эти карты могут указывать на общение с человеком земной стихии, телец, дева или козерог, в частности здесь мужчина, который дает вам какую-то стабилизацию в жизни, вытягивает вас, так сказать, за уши из сложных жизненных ситуаций, то есть помощью, делом, советом, подсказками, потому что по умеренности человек, который дает состояние покоя, чувство комфорта. И сейчас раскрываем аркан по, обратите внимание, видите,
по данному аркану это, знаете, как помощь вывести вас из состояния стагнации, эмоциональных переживаний в первую очередь. Будем анализировать, о чем вам говорят карты года, карта совет. Но мы их откроем, наверное, попозже. Так, карта года и карта совет. А также сейчас мы с вами проанализируем, что от вас в этом году уйдет и что к вам придет. Итак, что уйдет и что придет. Смотрим, что от вас уйдет. По аркану повешенный, наконец-то уйдет состояние жертвенности, зависания или ситуация, когда жизнь на паузе. Когда долгое время вы жертвовали собой, своими целями, убеждениями, своими планами. Потому что здесь как зависнуть в чем-то, залипнуть, быть в состоянии жертвы или жертвовать собой ради кого-то. Вот, наконец-то, от этого вы сможете избавиться. Посмотрим, что же это конкретно. То есть это что-то материальное или, может быть, это вопрос каких-то человеческих взаимоотношений. Проанализируем сейчас. Мир, королева пентаклей и туз мечей. Ох, для вас, смотрите, ну для всех, конечно, но для большинства это вопрос, связанный с кардинальными переменами. В особенности это актуально для тех, у кого была иммиграция. То есть, наконец-то, как адаптироваться. У некоторых может быть новая иммиграция, которая вас выведет из состояния застоя и жертвы. Ну, например, даже если вы проживали в своей стране, но ощущали себя как не в своей тарелке. Вот нет зоны комфорта, стабильности, радости. Вот чувствуете, что вы знаете, все ваши таланты, все ваши способности и ресурсы уходят в никуда, то для вас теперь кардинальным образом решается эта ситуация, потому что по миру закрывается этот цикл. Королева монет и туз мечей – это как стратегический подход к решению этого вопроса и обретение стабильности. Плюс по тузу мечей – это ясность, то есть это решение глобальных для вас проблем и ситуаций, связанных, допустим, с документами, оформлением, переоформлением, получением какого-либо статуса. Поэтому здесь карты просто потрясающие. Что придет? Что придет? Башня. Не впадайте в истерику, в панику, потому что для большинства башня это может быть просто сигнификатор недвижимости. Конечно же, сама по себе это карта каких-то потрясений, геополитических изменений, каких-то прочих катаклизмов, но будем раскрывать, что она подразумевает собой на самом деле. Итак, смотрим. У вас здесь ложится десятка чаш, четверка чаш и король мечей. Десятка чаш – это все-таки обретение собственности для семьи или благодаря семье, членам семьи. Четверка чаш и король мечей вас здесь несколько будут пугать официальные обязательства, то есть кредиты, ипотеки, рассрочки, потому что четверка чаш это все-таки, не могу сказать, что прям нервничать, но здесь по этой ситуации это может быть таковой факт, что вы знаете, как думать о том, сколько платить, так долго, потянули я, то есть вы этого опасаетесь, потому что король мечей это, знаете, как ситуация, связанная для вас какими-то ограничениями, в первую очередь ментальными, когда вам захотелось там на что-то потратиться, вложиться, вы понимаете, так, стоп, нет, у меня есть официальные обязательства, я должен их выплатить или, завершить. То есть здесь, обратите внимание, речь не идет там о крушении семьи, о разрыве отношений, здесь все-таки речь о обретении или обогащении вашей семьи, десятка чаш, но вместе с тем это вас будет вести в некий эмоциональный дисбаланс. То есть будете переживать, потянете, не потянете, и как эта ситуация вообще для вас, так сказать, будет продвигаться. Смотрим, о чем здесь у нас говорит карта года. Влюбленные. Влюбленный – это шикарный аркан. Почему? Потому что это всегда карта кооперации, помощи, поддержки, взаимодействия с кем-то. Для некоторых из вас это обретение, допустим, второй половины или вопрос выбора, с кем стоит быть, с кем остаться. Для некоторых из вас это обретение стабильности в отношениях, если были какие-то качели или ссоры или неурядицы. Но в целом это карта, действительно, которая указывает, что вы можете быть на перепутье и что-то важное, значимое для вас решать. То есть не всегда это может быть напрямую сигнификатором отношений. Раскроем, как будет звучать для вас этот аркан. Так, двойка мечей,
отшельник и двойка чаш. Но здесь в первую очередь, смотрите, двойка мечей, закрываться от того, что вас угнетает, закрывать вопрос одиночества или, знаете, как убирать какие-то предрассудки. Может быть, не могу сказать, что понижение планки, но, например, у вас могли быть установки. Я никогда там не буду в отношениях с человеком, который значительно старше меня, ну, к примеру, да, или там младше меня, потому что по отшельнику это вот большая разница в возрасте. Вы помните, там у вас таковой на личную жизнь. То есть здесь двойка мечей и отшельник, это от этого закрыться. Двойка чаш, вот эту получить эмоциональную стабильность, получить эти отношения, получить помощь, получить поддержку. Если это касается, в принципе, каких-то решений, то решения, которые даются крайне тяжело, волнительно, над которыми вы очень долго раздумываете, но тем не менее, которые по двойке чаш ведут вас к кооперации и успеху. И посмотрим на рекомендации от карт. Какова здесь ситуация? Колесо фортуны указывает вам и говорит фактически дословно: ловите удачу за хвост. На самом деле Вселенная в течение этого года вам будет подкидывать множество благоприятных шансов, событий, возможностей. Но в первую очередь это карта, которая говорит о увеличении ваших финансовых каких-то благоприятных обстоятельств. Поэтому на этот год действительно желательно запланировать какие-то крупные покупки, инвестиции, потому что все они для вас будут во благо, все они будут вести к умножению вашей собственности, или в целом это ситуация, когда вы удачно вложились, проинвестировали, и то, что вы приобрели, потом значительно выросло в цене. Давайте смотреть, так ли это. О чем нам здесь говорит колесо фортуны? Королева мечей, рыцарь мечей и двойка жезлов. Обратите внимание на эти арканы. Здесь это, знаете, как карта аналитики, стратегии ума, который для вас, знаете, когда есть план А, есть и план Б, потому что двойка жезлов — это всегда новые возможности. Для вас это как поиск альтернативы, поиск новых источников дохода. Это может быть даже по этим картам анализировать рынок, какие ниши сейчас востребованы, во что стоит вкладываться, что покупать, какие навыки нужно прокачать, какие знания нужно обрести, потому что двойка жезлов — это альтернативы, которые перед вами открываются благодаря новым знаниям и владением новой информацией. Безусловно, это карта двора, которые указывают на ваше взаимодействие с людьми воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, и какая-то помощь, поддержка или разнообразные варианты событий при помощи этих людей. Ну, например, вы ищете себе жилье, не можете найти, или те варианты, которые вы находите, вам не подходят, то окажется друг, знакомый, какая-то помощь, поддержка, где вам покажут: смотри, вот есть шикарные альтернативные варианты, достойные по цене, достойные по качеству того, что ты ищешь, или согласно твоим требованиям. Поэтому здесь обращайте внимание на таковых людей, потому что люди стихии воздуха для вас будут ключевыми в течение 2024 года и действительно могут вам помочь сделать правильный и знаковый выбор. Ну что, мои хорошие, год у вас будет насыщенным, арканы у вас прекрасные, поэтому я искренне верю в то, что все энергии этого года для вас будут идти со знаком плюс. Вы, кстати, можете посмотреть, проанализировать годовой расклад на 2023 год. Я ссылку всегда оставляю в комментариях или в описании к видео. Это делается для того, чтобы вы могли просмотреть, сопоставить и проанализировать. У вас прошлый год отыгрался по Солнцу или по Асценденту. То есть по какому из знаков для вас альтернативно будут смотреть в этом году. Какие энергии с вами больше резонируют. Я искренне верю в то, что информация вам будет во благо. Возьмите себе на заметку и в течение года можете заходить, переслушивать, анализировать и смотреть, как идет событийный ряд в вашей жизни. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. Желаю вам самого продуктивного и перспективного года. С вами не прощаюсь. До новых встреч.